Всем доброе время суток. Сегодня будем реставрировать стрелки командирских часов Восток. Они, вот как видите, ржавые. Будем их очищать эту ржавчину и наносить светомассу. Ну и стекло здесь тоже поцарапанное. Есть небольшая паутинка, будем ее убирать. Так что приступим. Открываем крышку. Да, чтобы не мешал, мы сейчас браслет снимем, расстегнем. Так, вот такие стрелки у нас ржавые. Секундная. Это мы все убираем. Так. И теперь будем заниматься этими двумя. Значит, берем нитбанк. Берем наждачку. Начнем, я думаю, что лучше 2500 зерно. Если не будет получаться, тогда будем брать 600. И все так счищаем. Старый налет ржавчины.
Вот видите, какая она сразу блестящая становится. Ну, если сильно большие раковины ржавчины, лучше, конечно, забрать зерно покрупнее, а потом уже полировать вот этим 2500. Вот так она получается. А это тоже часть. Ну, так полируем их, не будем занимать время. С этой стрелочкой так же самое делаем. Берем. Счищаем. Она хорошо чистится. Вот. Так вот почистили стрелки, и для еще лучшего блеска перед покраской берем резинку обычную, которая карандаш стирает, и проходимся ей. Вот, берем так, и она тоже добавляет блеска. Такая, можно сказать, полировка. И это также. Ну, вот и так получилось у нас. И теперь сейчас будем их наносить на них светомассу. Берем зубочистки, вставляем их в нитбанк. Надеваем стрелочку. Да, можно вот эту немножко еще почистить. Сейчас почистим ее. Просто вот этот надо слой внутренний тоже счищать, так как стрелки друг об друга, ну, маленький зазор и может цеплять. Плюс еще там светомасса какая-то будет часть забирать этого пространства. Поэтому лучше почистить. До дьявола ее там не надо выводить прям. Главное, чтобы вот эта верхняя часть была идеальная, а там уже ну до идеала я имею в виду внутренняя, а внешняя должна быть идеальна. Все, одели стрелки.
Так. И будем теперь наносить цветомассу. Берем, отрезаем чуть-чуть бумаги. Цветомасса будет белая. И разбавлять мы ее будем не тем клеем, который идет со светомассой, так как он очень быстро сохнет, а будем разбавлять ультрафиолетовым клеем. И мазать такой масленкой. Так, вот клей. Это точно такой же. Берем, насыпаем сюда светомассу. Там буквально несколько грамм вообще. Берем клей и размешиваем. Размешиваем со светомассой. И наносим теперь на стрелку. Сейчас можно еще чуть-чуть. Потому что тут клей, который идет вместе с этим светомассой, с этой, ну, он очень быстро сохнет. Как вот лак для ногтей. Это не годится. Ну и вторую стрелочку также. Вот как она получается. Так, сейчас. Надо было. Ну и эту также берем светомассу.
Ну и секундную стрелочку также кладем. И берем теперь ультрафиолетовый фонарик и засвечиваем. Вот такой. Ну, вот так у нас получилось такие стрелочки. Сейчас. Раз. Вот такая. Но она все равно, видите, она не белая, светомасса, а такая чуть-чуть зеленоватая. Ну ничего, я думаю, что оно тоже будет хорошо светиться. Вот. Ну все, потом устанавливаем на циферблат и полируем стекло. Стекло сложного ничего нету в полировке. Снимаем безель. Сейчас его поддеваем просто вот, и он снимается. Полируем сначала, снимаем слой 600, я так делаю, а потом уже 2500, а потом уже бормашинкой выполировываем дальше. Ну все, берем такие потихоньку счищаем слой, пока вот эти все царапины не будут уходить. Ну и паутина тоже. Смотря какая, конечно, она глубокая. Ну ничего страшного. Стекло не лопнет, я думаю. Да, я уверен. И будет все отлично. Ну так потихоньку выполировываем. Потом 2500. Я уже включусь, когда будем полировать бормашинкой. Так, значит, все, я прошел 2 наждачками. Теперь будем полировать такой пастой. И берем и полируем уже до прозрачности. Ну, я думаю, что понятно. Сейчас я все отполирую и включусь. Так, ну вот, стеклышко у нас такое получилось. Все мы выполировали. Довольно-таки прозрачное стало. Но это еще родное стекло.
И как бы не хотелось его менять. И стекло не хотелось менять на оригинальное, но нового образца, так как это старое. И хотелось все сохранить в оригинальности. Так, значит, сейчас будем собирать. Безель одевается очень просто. Одеваем. Все, защелкнулся. Одеваем со стороны там, где нету. Ну, там идет скоба, на которой он держится. И вот сейчас я нарисую. Вот она идет, вот такая скоба. И начинаем одевать ее вот с этого места, где сходятся два конца вот эти. Вот так начинаем одевать отсюда и защелкиваем его сюда. Я думаю, что так будет намного понятнее всем, как одеть безель. Ну все, сейчас соберем механизм и уже включимся. Так, вот я все собрал. Вот такие у нас часы получились. Сейчас покажу стрелочки, если будет видно, как они светятся в темноте. Стекло здесь, видите, оно такое сильно глубоко посажено, это оригинальное. А уже новодельные они чуть-чуть выпирают из-под безеля. А это еще тех времен. Часы довольно-таки симпатично смотрятся сразу. Ну, светомассы есть разные. У меня, видите, это самая светлая, которая есть. Надо еще будет белую прикупить. Сейчас посмотрим, как оно светится в темноте. Сейчас. Ну, камера, наверное, не покажет. Сейчас я пробую вообще свет выключить полностью. Сейчас. Вот так светятся они в темноте. Ну, светятся довольно-таки ярко. В принципе, читаемость отличная. Вот такой у нас получился результат. Что, от вас комментарии пишите, что думаете. Понравился обзор, не понравился по реставрации стрелок. Будет интересно очень почитать все комментарии. Да я практически на все комментарии отвечаю. Так что вот такой у нас обзор. Что всем спасибо за просмотр, хорошего настроения. Делитесь с друзьями видео, если понравилось. Также другие видеообзоры смотрите. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем стараться интересные ремонты выкладывать и также обзоры часов. Ну, всем спасибо за просмотр. Всем пока. До следующего видео.